Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. О чем говорили Макрон и Пашинян в Париже? Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно был с визитом в Париже. Там он участвовал в саммите Международной организации франкофонии. Но главное – это переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье. В этой связи правительство Армении на официальном уровне сообщило, что на встрече с Макроном Пашинян обсуждал армяно-азербайджанский мирный процесс с акцентом на то, что 80% пунктов этого документа уже согласованы с Азербайджаном, и что Армения готова разблокировать региональные коммуникации на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства. Впрочем, у этого визита Пашиняна возможен и какой-то скрытый смысл, что вынуждает Ереван проводить консультации с Парижем. Это наши предположения и рассуждения, и естественно, что Макрон и Пашинян говорили о многом, что не могло быть отражено в официальном сообщении. Сразу отметим, что в так называемом мирном процессе между Арменией и Азербайджаном происходит кризис переговорного жанра. Несмотря на формально действующие форматы встреч, нет пробивных конкретных договоренностей. При этом Армения отказывается использовать посредничество России, а Азербайджан – Франции и США. Начиная с 2021 года государственный секретарь США Энтони Блинкен, организовывая встречи лидеров двух стран, проводя десятки телефонных разговоров с представителями обеих стран, устраивая серии прямых переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне и в ряде европейских столицах, ничего не достиг именно из-за неконструктивной позиции Азербайджана. Пашинян призывает Францию к активному участию к выстраиванию его отношений с Азербайджаном. Скорее всего, за этим стоит намерение Армении как-то стимулировать трансформацию региональной роли Франции в Закавказье, вывести ее на уровень противостояния с Россией, чтобы Москва не могла воду мутить в Армении и в целом в регионе. Ереван рассчитывает именно в таких условиях добиваться подписания с Азербайджаном мирного договора, хотя сам для своей безопасности расширяет активные переговоры со своими новыми западными партнерами по закупке оборонительных систем. Все мы знаем, что верить Путину и Алиеву – это не уважать себя. Вот и Ереван, все это понимая, на всякий случай вооружается и правильно делает, чтобы потом не встать лицом перед фактами, как это было в 2020 году. Переговорный процесс между Ереваном и Баку в тупике именно из-за позиции Баку, хотя, возможно, Пашинян в Париже обсуждал вовсе не мир с Азербайджаном. Добавлю, что ругать Блинкена со стороны Алиева не обойдется так гладко, как это себе представляют фанаты Алиева. Ответка будет, и оно будет очень жесткой. Это вам не региональный игрок, чтобы ругать и думать, что вы красавчики. Алиев еще тот советский политбюро, который без своего отца максимум мог быть директором ЖЭКа какого-то района в Баку, и не более. Правительство Соединенных Штатов активно поддерживает усилия Армении по развитию технологического сектора страны посредством различных инициатив и партнерств и надеется на укрепление этого партнерства и поиск новых способов совместной работы в будущем. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Армения Кристина Квин на церемонии открытия Digitech 2024. Госпожа Квин с радостью отметила возвращение Digitech, напомнив, что предыдущее Digitech было одним из первых крупных мероприятий, в которых она приняла участие после назначения послом в Армении. Приятно видеть, насколько выросла компания Digitech за это время. Кроме того, я также рада отметить углубление связей в сфере технологий между Арменией и Соединенными Штатами, поскольку мы понимаем, что важность технологий и инноваций является важной движущей силой экономического развития и роста в обеих странах. Мы также признаем расширяющуюся и растущую роль технологий в управлении государственных услугах, безопасности и во многих других сферах жизни, сказала посол Квин, добавив, что новые технологии могут придать людям энергию своей беспрецедентной силой, подчеркнув при этом важность продвижения инновационных решений, которые защищают демократию, права человека и господство закона. Посол также отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен признает растущую роль технологий в американской дипломатии, создав в рамках Госдепартамента еще одно подразделение – Бюро киберпространства и цифровой политики, которое ориентировано на развитие общечеловеческих ценностей международного технологического партнерства.
Правительство США активно поддерживает усилия Армении по развитию технологического сектора страны посредством различных инициатив и партнерств в таких областях, как кибербезопасность, телекоммуникации, услуги облачных вычислений и других. Частный сектор США также сыграл значительную роль в технологическом секторе Армении, принеся инвестиции, экспорт и инновации, подчеркнула посол. Она отметила, что многие частные компании решили работать в Армении, поскольку в стране живая экосистема и очень талантливая рабочая сила. По ее словам, эти компании не только обеспечивают качественную работу, но и предлагают возможности обучения армянским специалистам. Мы с нетерпением ожидаем укрепления этого партнерства и поиска новых способов совместной работы в ближайшие годы, сказала посол Квин, пожелав участникам мероприятия успехов. Известный иранский политический обозреватель Эхсан Махидиан сделал важные заявления по поводу нашего региона. Министерство обороны Азербайджана регулярно сообщает о якобы обстрелах со стороны Армении позиций в Нахиджеване. Эти заявления, не привлекающие большого внимания, на самом деле являются частью широкой войны, ведущейся против Армении. Вероятно, данная риторика служит первым юридическим оправданием возможного военного нападения со стороны Баку на Тигранашен, граница Арарат-Вайотзор. Село Тигранашен расположено на транзитной дороге Иран-Армения, и Азербайджан, оккупировав его, пытается разрушить этот транспортный путь. Претензии Азербайджана направлены как на оправдание нападения, так и на усиление дипломатического давления для получения выгод. Мнимое спокойствие, окутывающее армянское общество, может вскоре обернуться новым кошмаром. Единственная страна, способная предотвратить этот кошмар – Иран, заявил Эхсан Махидиан. И от себя в конце добавлю вот что. 200-летняя прерванная связь с нашей естественной цивилизацией. В течение последних 200 лет Российская империя и Османская империя делали все возможное, чтобы отделить нас от Европы, с которой нас связывают глубокие и генетические корни. Здесь использовался принцип «разделяй и властвуй». Именно это они и сделали с нами, и можно сказать, что у них достаточно успешно получалось. Но благодаря ошибкам Российской империи нам удалось обрести мнимую независимость и осознать, что делать и как выйти из этой ситуации. Эти империи понимали, насколько сильными становятся армяне, когда поддерживают связь с Европой, с цивилизацией и свободой. Разрыв этой связи позволил им на протяжении долгого времени систематически осуществлять террор, вести войны и геноцид против нас. Их цель была очевидна – полное уничтожение нас как нации. Им обоим была нужна Армения без армян. Наконец, можно с уверенностью сказать, что настал тот день, когда мы начали путь возврата в Европу, путь к воссоединению. Европейцы для нас не новые партнеры. Мы возвращаемся к своим. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.